Здравствуйте, я сегодня к вам с цветочками. Наверное, все уже догадались, что видео будет о цветах. Я покажу, как я делаю цветок анимона для торта. Эти цветы эффектно смотрятся на тортах, к тому же они очень красочные цветы и бывают очень разных тонов. Я выбрала фиолетовый, поэтому сегодня покажу такой вариант. Но перед тем, как начать, прошу минуточку вашего внимания. Сегодня хочу вас познакомить с своим хорошим другом, блогером и классным кондитером. И пригласить вас на кулинарный проект Анна Каралкина. Как видите, блогеры не только ругаются, но и умеют дружить. Мы с Аней давно уже дружим каналами. Аня не только замечательный человек, но и классный кондитер. Аня владеет разными техниками по оформлению тортов, а также работает в одной из самых сложных техник. Это антигравитационные торты и 3D-торты. На канале есть много интересных идей и очень много полезной информации. Ссылка на проект Анна Каралкина есть в описании под видео. Заходите в гости, подписывайтесь, наслаждайтесь ее работами. Перед началом работы мастику, конечно, нужно хорошенько размять. Я делаю свои цветы из сахарной рисовой мастики. Вся нужная информация есть в описании под видео. Мастику я уже окрасила, использовала два вида красителя, темно-фиолетовый и другой лепестки крокуса. Начнем наш цветок из сердцевинки. Я взяла проволочку номер 20. На ней нужно сделать вот такой крючок небольшой. Из небольшого количества мастики скатываю шарик. И теперь этот шарик нужно одеть на крючок. Мастика должна хорошо зафиксироваться на крючке и прочно держаться. Вообще сердцевинку можно сделать более круглую, выпуклую такую, либо можно сделать немножко более плоскую. Здесь, как на меня лично, такого сильного значения не имеет. После этого эту заготовку нужно оставить до полного высыхания. Теперь нужно сделать тычинки. Я взяла проволочку номер 30 и разрезаю ее на 8 ровных частей. Можно сэкономить и разрезать на 10 частей. Для всех тычинок, для одного цветка, я использовала таких 4 проволочки. И теперь берем маленький кусочек черной мастики и вот буквально чуток отщипываем, скатываем на пальчик и накатываем на конец отрезанной проволочки. Вот у нас получаются такие имитированные тычинки. Их нужно сделать много и оставляем также подсушиться до полного затвердения. Переходим к лепесткам. Нужна мастика такого же цвета, 2 вырубки, я использую лепесток розы, вайнер нам понадобится и также проволочка номер 26. Одну проволочку я разрезаю на 3 части. Сначала сделаю маленькие лепестки, нам их нужно 6 штук, поэтому раскатываю тонко мастику где-то до миллиметра. Беру меньшую вырубку и вырезаю 6 лепестков. Теперь беру отрезок проволочки номер 26 и накручиваю на нее тоненькую веревочку мастики. Вот таким образом. Как вы заметили, я работаю с доской для формирования цветов. Теперь эту проволочку с мастикой укладываю на доску. Тут специальные такие ровчики. Прикладываю лепесток и теперь скалкой раскатываю. Нужно раскатать как можно тоньше. По центру у нас должно быть небольшое уплотнение, там, где находится проволочка. А по бокам раскатываем лепесток как можно тоньше. Теперь той же вырубкой вырезаю еще раз лепесток. Аккуратненько снимаем, убираем все, что там лишнее, и кладу на мат. Таким образом делаем все 6 лепестков. Сразу после этого утончаем еще края лепестка. Беру каждый лепесток, прорабатываю вайнером. У нас получается, посмотрите, какая красивая текстура на этом лепестке. И теперь еще утончаем края, придавая такие легкие изгибы. Всю процедуру повторяем на 6 лепестках. После этого укладываем лепестки на сушку. Оставляем до полного высыхания. И теперь переходим к крупным лепесткам. Делаем все то же самое. Раскатываем мастику тонко, где-то миллиметр. Вырезаем также 6 лепестков, только уже используем вырубку побольше. Кстати, я всегда делаю лепестки с запасом, поэтому если хотите перестраховаться, сделайте лепестков побольше, вдруг пригодится.
Накручиваю на проволочку веревочку из мастики, укладываем на доску, прикладываем лепесток и также теперь тонко раскатываем от центра к краю. Посередине остается небольшое уплотнение, там где проволочка, а края стараемся раскатать очень тонко. Той же вырубкой снова вырезаю лепесток. Делаю все 6 лепестков и укладываю их на мат. Каждый лепесток прорабатываю тем же вайнером, утончаю края лепестка и ставлю на сушку. Теперь эти лепестки должны высохнуть, и после этого их можно подтонировать. Сохнут лепестки по-разному, это зависит от мастики, с которой вы работаете, а также от погоды. Я оставила свои лепестки высохнуть на ночь. Вот это они уже высушенные полностью. Покажу крупным планом, чтобы было видно, как они выглядят вблизи. После этого я еще лепестки подтонировала. Взяла темно-фиолетовый и нанесла у основания лепестка. Здесь будет более темное, а конец лепестка будет светлее. Всегда говорю, что не нужно делать все лепестки одинаковые. Там где-то больше мазнул, где-то меньше. То есть мне больше нравится, когда они отличаются друг от друга. Так выглядит более естественно. Вот у меня здесь собраны все лепестки для анимона. И ложу еще один про запас. Вдруг мне пригодится, пускай будет. Теперь переходим к самой сборке цветка. Берем тычинки, собираем их в кучу. Их нужно собрать таким образом, чтобы все тычинки находились более-менее на одном уровне. И теперь берем тейп-ленту и скручиваем. Но не сильно туго, потому что еще будем туда проталкивать саму сердцевинку. Скручиваем так, чтобы держалось, но не очень туго. После этого теперь нужно тычинки изогнуть. Нагибаем все тычинки от центра. А в сам центр нам нужно пропихнуть сердцевинку. Фиксируем ее по центру. Смотрим, чтобы было красиво. Тычинки можно все расправить. И теперь уже скручиваем дополнительно тейп-лентой, но уже очень крепко, чтобы все хорошо держалось. И теперь формируем цветок. Скручиваем лепестки. Сначала берем 3 маленьких лепестка. Каждый лепесток слегка нагибаем, чтобы было удобно скручивать. Прикладываем прямо впритык к сердцевинке, чтобы плотно лежало. И скручиваем. На первый ряд идет 3 лепестка, равномерно расположены по кругу сердцевинки. Теперь между этими лепестками скручиваем еще 3 лепестка. Таким же образом плотно приставляем к предыдущим лепесткам, впритык прямо. И каждый лепесток подкручиваем. Мы закрепили 6 маленьких лепестков. Вот так уже выглядит цветок. И теперь переходим к большим. Большие я креплю друг за другом. Уже не просчитываю там 3 между 3. Просто друг за другом. Но новый лепесток слегка накладываю на предыдущий. Ну вот практически мой цветочек готов, только осталось еще докрутить тейп-лентой, хорошо все зафиксировать, чтобы все хорошо держалось. Теперь осталось слегка расправить лепестки. В принципе, цветок анимон достаточно легкий цветок. Думаю, что я более-менее понятно объяснила, как его собирать. Такие цветы прекрасно подходят для оформления тортов.
как в одиночном экземпляре, так очень красиво смотрится и в композициях. А мне остается только пожелать вам интересных работ и красивых цветов. Всем пока, до следующего выпуска.